Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной, оригинальной холодной закуски. Готовить будем сырный рулет с фаршем и морковкой по-корейски. Готовится такая закуска очень легко и просто. Кроме того, начинки в этом блюде можно менять по своему вкусу. Самое удобное, что такую закуску можно приготовить заранее, а уже перед приходом гостей просто нарезаем на порционные кусочки, выкладываем на блюдо и подаем к столу. Получается очень вкусно, необычно и аппетитно. Для приготовления нам понадобится 200 грамм твердого сыра, 4 яйца, 50 грамм сметаны, 2 листика нори, 400 грамм фарша, 150 грамм морковки по-корейски, соль, специи по вкусу. Твердый сыр я сразу измельчила на мелкой терке. В отдельную миску вбиваем 4 яйца. Хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляем 50 грамм сметаны любой жирности. Снова хорошенько перемешиваем. Теперь вводим 150 грамм сыра. 50 грамм оставляем на потом, он нам еще пригодится. Хорошенько перемешиваем. Соль я не добавляю, ее будет достаточно от фарша. Первый слой готов. Вот такой структуры у нас получилась сырная масса. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем сырную массу. Равняем, формируем прямоугольник размером 30 на 20 сантиметров. Слой сыра должен быть приблизительно одинаковой толщины, поэтому тщательно, хорошенько выравниваем его с помощью ложки. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов на 20 минут. Тем временем подготовим следующий слой нашего рулета. У меня фарш из индейки. Я его солю, перчу по вкусу и еще для цвета и аромата добавляю паприку. 1 чайную ложку без горки. Теперь хорошенько вымешиваем фарш до однородности, чтобы все специи равномерно распределились. По истечении времени достаем сырный слой из духовки. Он хорошенько подрумянился, подплавился, а еще он достаточно тонкий и быстро остывает. Сверху я накрываю еще одним листом пергамента, переворачиваю и убираю нижний пергамент. Эта сторона у нас посветлее, именно на нее мы будем выкладывать фарш. Напоминаю, что сырный слой довольно тонкий и стынет очень быстро. Я ему даю буквально 3-5 минут. А затем выкладываю фарш. Равномерно распределяем по всему листу. Следующий слой – листики нори. Это такие сухие водоросли, которые используют для формирования суши. Зачем они нужны в этом рецепте? Для того, чтобы разрез был более красочным, чтобы слои отделялись друг от друга и у них была такая тоненькая черненькая полоска. Влияет ли эта водоросль на вкус? Да, хотя их немного, но на вкус они все же влияют. Получается такой сырный мясной рулет с тонким рыбным вкусом. Поэтому, если вы не хотите добавлять листик нори, можете не выкладывать. Он служит только для красивого разреза. Сверху посыпаем 50 грамм сыра. И последний ингредиент – это морковка по-корейски. Я готовлю сама в домашних условиях, получается так же вкусно, как у корейцев на рынке. Ссылку на рецепт оставила в описании под видео. Выкладываем небольшой горкой вдоль всего рулета. Начинка для рулета готова, теперь сворачиваем его. Начинаем с того края, где у нас морковка. Прижимаем обязательно руками, чтобы рулетик был плотным. Я оставляю рулет в этом же пергаменте, хорошенько его укутываю. Чтобы рулет при выпечке держал форму, укутываю его еще фольгой. Хорошенько закрепляю края.
Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут. После выпечки рулет оставляем в фольге до полного остывания. Когда остынет, можно отправить в холодильник, а нарезать уже перед приходом гостей. Достаем из фольги. Вот так он выглядит. Отрезаем края. Вот так в разрезе выглядит наша закуска. Очень красочно. Фарш имеет такой насыщенный цвет, потому что я добавила паприку. Мне захотелось, чтобы сырный слой и слой фарша после выпечки отличались по цвету друг от друга. Ну и, конечно же, в серединке, как солнышко, морковь по-корейски. Закуска получилась очень сытной. Рулет огромный, его с легкостью хватит на 2, а то и 3 тарелки. Поэтому, если у вас большой праздничный стол, рекомендую приготовить такое блюдо. Нарезаем рулет в холодном виде. Как видим, делается это очень просто. С легкостью получается нарезать тонкие кусочки. Раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Друзья, я предложила вам свой вариант сырного рулета, а вы можете пофантазировать и использовать любую другую начинку, которая вам нравится. У меня на канале есть и другие варианты начинок. С красной рыбой, с ветчиной, оливками, с крабовыми палочками или помидорами. Ссылки оставила в описании под видео. Такие рулеты украсят любой праздничный стол и особенно придутся по вкусу всем любителям сыра. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях, а если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.